Я вас приветствую, мои дорогие друзья! Сегодня в этом видеоролике я вам хочу рассказать и показать, как я построил себе вот такой лентошлифовальный станок, в простонародье именуемый гриндером. Я себе такой станок хотел очень давно, и в итоге у меня получилась первая моя экспериментальная модель, на которой я изучал его особенности и конструкцию. Ну, в итоге у меня получилось то, что вы видите сейчас. Вообще, видеоролик на эту тематику я снимать не хотел, потому как на ютубе информации по поводу гриндеров огромное количество. Но, несмотря на свою простоту конструкции, в этом станке есть огромное количество нюансов и особенностей, о которых многие мастера вам не рассказывают. И именно поэтому я хочу поделиться своим опытом с вами. Весь станок практически полностью собран из старого 10-мм листового металла. Марку стали я вам сказать не могу, потому как сам не знаю. Металл, конечно, очень сильно корродирован, но это не мешает мне использовать его для постройки этого гриндера. Самой основной деталью гриндера является его рама. На раме крепится двигатель, на раме крепится направляющая для ригеля, и на раме также имеются отверстия, с помощью которых его можно установить стационарно. Ширина основания 300 мм, его глубина 250 мм. Также по углам просверлены отверстия на 10 мм, они необходимы для того, чтобы можно было станок закрепить стационарно. Также здесь приварены дополнительные элементы. Они необходимы для того, чтобы можно было закрепить навесное оборудование. К примеру, вот эти два уголка, в которых просверлены отверстия, нарезана резьба М6, необходимы для того, чтобы закрепить сюда вентилятор, который будет обдувать сам двигатель. Вот этот же кронштейн необходим для того, чтобы на нем была закреплена распределительная коробка, в которой будет находиться регулятор оборота двигателя. Направляющая для ригеля, она у меня выполнена полностью на сварке. И я настоятельно в этом узле не рекомендую использовать сварку, здесь должно быть только болтовое соединение и только с отфрезерованными краями. Потому что здесь должна быть очень четкая геометрия. Дело все в том, что ригель должен иметь минимальные зазоры, чтобы он просто здесь ходуном не ходил. Ну а у меня на сварке, то есть это все, конечно, вело, то есть я очень долго здесь выбирал эти зазоры. Значит, длина самой направляющей у меня 150 мм. А верхняя часть находится на высоте от верха основания на высоте 270 мм. А фиксироваться у меня ригель будет при помощи обычного болта. Здесь резьба у нас получается, по-моему, 10 на 1,5. Да, 10 на 1,5. И в качестве рукоятки я использовал обычную ручку от газового баллона. Чем она хороша? В ней насечен квадрат. Я на болте выточил квадрат, вставил сюда и зафиксировал сверху болтом. То есть провернуть этот болт никак невозможно. И затяг можно сделать очень клево. То есть ручка очень удобная. Для того, чтобы конструкция была жесткой, здесь было приварено два ребра жесткости. Приваривалось все с наружной стороны и зашлифовывалось. В раме имеется вот такое большое отверстие. И такое большое, но не просто так. Все дело в том, что ведущий ролик на двигателе у меня сидит на горячую. И постоянно снимать я его никак не могу. Поэтому я сделал такое большое отверстие, чтобы можно было с двигателем ведущий ролик выставить сюда и притянуть сам двигатель. Имеются также технические отверстия, их 4 штуки. Диаметр 8 мм с фасками, для того, чтобы можно было притянуть с обратной стороны сам двигатель. В верхней части имеется отверстие на 10 мм, для того, чтобы можно было закрепить коромысло натяжного ролика. Кому интересно, от верхней части основания оно находится по центрам на 295 мм. В нижней части также имеется резьба М6. Здесь закручивается болт для того, чтобы можно было зацепить натяжную пружину. В качестве приводного двигателя я буду использовать двигатель стиральной машинки. И я вот прямо сейчас уже ощущаю, что гриндостроители со стажем будут плеваться и говорить, что этот двигатель не подходит для этой машины. Ребята, я с вами полностью согласен. Это самый неподходящий движок для гриндера. Почему? Потому что он, во-первых, небольшой мощности. А во-вторых, у него открытые обмотки. А это значит, абразив, летящий с гриндера, будет просто коцать эту обмотку. И рано или поздно будет короткое замыкание. Ну и в-третьих, здесь нет крыльчатки охлаждения, то есть мотор будет перегреваться. Я с вами полностью согласен, он не подходит. Но дело все в том, что это мой первый экспериментальный гриндер, на котором я изучаю его конструкцию. Я хочу для себя понять, какой я хочу видеть гриндер именно себе. И вкладываться в экспериментальную модель, покупая дорогущий движок и дорогой частотник, я не собираюсь, потому что я банально просто по финансам не потяну. Я не хочу себе игрушку, в которую вложусь, и в итоге она будет не такой, какой я ее хочу. Я сделаю ее на этом двигателе,
Потом этот гриндер либо кому-нибудь отдам, либо продам. И сделаю чертежи того гриндера, который я хочу. И в итоге сделаю себе машину уже более мощную и более серьезную. Ведущий ролик, по-моему, от какого-то зубровского станка. Я вам не могу сказать точно, потому как мне этот приводной ролик подарил очень хороший человек абсолютно за даром. Значит, в этом ролике было изначально отверстие на 14 мм, что очень хорошо, потому что на валу двигателя размер 14 мм. И имеются еще шлицы, которые больше 14 мм. Что я сделал? Я газовой горелкой нагрел посадочное место самого ролика и на горячую запрессовал его сюда. Поэтому теперь ролик снять с двигателя не представляется возможным без съемника. И именно поэтому я рассверлил такое большое отверстие в самой раме. Также в этом двигателе имеется таходатчик. Это очень хорошо, потому что у меня имеется регулятор оборотов, который имеет функцию удержания оборотов. А это значит, сколько мы выставим, столько он и будет держать. Установим двигатель на раму. Для его фиксации я буду использовать вот такие винты М8 со сточенной немножко шляпкой, чтобы все было заподлицо. А вот эта маленькая платочка и является регулятором оборотов двигателя. Несмотря на то, что она такая невзрачная, она имеет громадный потенциал. Дело все в том, что эта плата имеет возможность регулировки оборотов, удержания оборотов, плавный пуск, а также возможность подключения реверса. В данной комплектации с этим семистором эта плата тянет двигатель до 1000 Вт. Но если поменять вот этот семистор на более мощный, то можно смело подключать движок и в 4 кВт. Обалдеть просто можно. Эта плата недорогая, покупал ее на сайте электроплата.ру. Там вообще много всего интересного, всяких ништячков для самоделкиных, как я. То есть, как бы вообще огонь. Ссылочка будет в описании, зайдите обязательно посмотрите. Значит, по ссылочке она приходит не одна. По ссылочке идет также инструкция для подключения к двигателю. Здесь все понятно расписано. То есть все понятно и доступно. А также еще приходит и тумблер. Он нужен для того, чтобы возможность была переключения в реверс. По часовой и против часовой. Для регулятора я приобрел вот такую коробку. Она будет защищать саму микросхему от пыли и всякой грязи. Я уже внедрил сюда две клавиши. Одна будет под вентилятор, одна будет под включение двигателя. Здесь будет регулятор оборотов, а здесь сигнальная лампочка, что система работает. Здесь я уже в самой коробке вкрутил две латунные стоечки, чтобы приподнять саму плату от основания, потому как здесь будут торчать два болта, чтобы не было короткого замыкания. Ну и, собственно говоря, закручу и вставлю эту плату вот сюда. Теперь необходимо установить вот такой жгут проводов. Я с трудом через эту гофру протащил вот такую кучу проводов, но так было необходимо. Сразу промаркировал, чтобы не запутаться. Итак, в фишке от этого мотора имеется 6 проводов. Желтенькие провода идут от таходатчика, красный и синий идут от щеток, и белый и серый идут от статора самого мотора. В гофре у меня все помечено. Пара проводов идет на двигатель, пара проводов идет на щетки. И также у меня еще по цветам размечено. Тот, который беленький, это идет на сам кулер охлаждения, а вот черненький проводок идет на таходатчик. Два провода, которые идут от таходатчика, подключаются вот сюда, вот в эту клемму, где находится конденсатор. Сетевой провод, который идет от сети 220 вольт. Один любой провод мы пускаем напрямиком на один провод кулера, а второй проводок прикручиваем вот к одному контакту ввода 220 вольт в саму плату. Второй сетевой провод идет у нас на два переключателя, на верхний и на нижний. Так, у меня получается верхний будет силовым, то есть под мотор. Значит, собственно говоря, я подключаю к двум контактикам, чтобы площадь контактов была больше и не грелась сама кнопка. А второй подключаем к нижнему, где будет кулер. Кулер потребляет мало, поэтому, собственно говоря, здесь достаточно провода 0,5.
Второй провод от кулера мы подключаем клавиши к нижней. И в итоге у нас получается, когда мы включаем и выключаем нижний переключатель, у нас кулер будет то включаться, то выключаться. Здесь все понятно. Еще один кусочек провода мы подключаем к верхней клавише. И оголенный конец подключаем к вводу 220 вольт в саму микросхему. То есть вот эта клавиша у нас будет включать и выключать регулятор. Теперь у нас остаются незадействованными 4 провода, идущие от двигателя. Если мы хотим подключить наш двигатель без возможности включения реверса, тогда одну щетку и одну обмотку со статора мы соединяем друг с другом. А два остальных провода мы соединяем вот в эту клемму, вот в эту. Но если мы хотим подключить реверс, хотя на гриндере он совсем не нужен, но мало ли кому-то понадобится в других целях, мы используем вот эту вот кнопку, которая идет в комплекте. Здесь все просто. Пара проводов подключается к щеткам чисто, пара проводов подключается к обмотке двигателя, и вот оставшаяся пара проводов подключается к этим клеммам. Все просто. Попробуем. В качестве кулера для охлаждения этого двигателя я использую вот такой старый моторчик на 220 вольт. У него очень хорошая производительность, мне они очень нравятся. Я не знаю, где еще таких раздобыть. Очень хорошие моторы. Значит, у него два провода есть. И для того, чтобы его удобно можно было снимать вместе с корпусом, я здесь сделал клеммянички. Чпоньк и чпоньк. Готово. Ради демонстрации я покажу вам, как на этой плате работает реверс. В общем, нижний переключатель у меня включает кулер, а верхний переключатель включает саму микросхему. Если светодиод горит, значит все функционирует. Ну, попробуем. Значит, у нас получается в одном положении. Это в обратную сторону крутится. Причем регулировка очень четкая. По часовой крутится. Если мы перекрутим в другую сторону, будет крутиться против часовой. Да, все верно. Проверим регулятор на вшивость. Для начала, удержит ли он обороты или нет. Для этого я воспользуюсь электронным тахометром. Выставим какие-то определенные обороты. Ну пусть, 1600 оборотов. Проседает, но вытягивает. Естественно, поднимается. Да нет, справляется. Да, справляется. Хорошо, ну и проверим плавный пуск. Для этого разгоним чуть побольше. И выключим саму плату от сети. Пробуем. Да, плавный пуск работает. Отлично. Хорошо. Теперь на приводном ролике необходимо выполнить два очень важных условия. Первое – это убрать радиальное биение. И второе – отбалансировать его. В моем случае убрать радиальное биение было очень просто. Я изготовил импровизированный упор из обычной доски, прикрутил его к станку обычной струбциной, и при помощи заточенной стамески я на грубую убрал биение, ну а потом при помощи болгарки зашлифовал этот ролик, в итоге придав ему небольшую бочковатость. Торцевые биения я убирать не стал по той простой причине, что сам ролик у меня шириной 50 мм, и если я уберу немножко этого биения, которое на работу не сказывается никак, я сделаю его меньше. Но дело все в том, что я собираюсь работать лентами шириной в 50 мм, поэтому как бы уменьшать его мне нет смысла. Радиальное биение мне устранить удалось достаточно хорошо, то есть он теперь не колошматит. Это значит, во время работы ленту туда-сюда кидать никак не будет. Теперь необходимо отбалансировать сам этот ролик. Что такое балансировка? Ну, объясню простыми словами. Нормально отбалансированный ролик, он не вызывает вибрации в самом станке. Это тот ролик, у которого центр его массы находится ровно на оси вращения мотора. В моем случае это не так. То есть получается, что масса немножко смещена от оси, что вызывает вот такую вибрацию. Но я не знаю, слышите сейчас вы или нет, но стол очень сильно вибрирует. В моем случае сделать балансировку очень непросто, потому что сам ролик я снять отсюда не могу, он запрессован на горячую.
Придется воспользоваться старым способом, на слух. Для этого берется вот такой кусочек пластилина. Я уже сразу могу сказать то, что я уже вымерил, какой он должен быть массы и где он должен находиться. Приклеиваю его на это место. И вуаля. Вибрации нет, станок работает ровно, все четко. Но пластилин-то я на самом-то деле здесь оставить никак не могу. Поэтому что я буду делать дальше? В общем, здесь я добавил ту массу, которой здесь не хватало. Но если я уберу пластилин, этой массы хватать не будет. Значит, я возьму сверло и начну на противоположной стороне высверливать отверстие. Причем масса высверленной стружки должна равняться массе вот этого пластилина. Тогда можно будет считать, что этот ролик будет полностью отбалансирован. Отбалансировать приводной ролик мне удалось достаточно хорошо. То есть даже на самых высоких оборотах, на которых я работать никогда не буду, биение не ощущается вообще. И это классно. Мне пришлось высверливать большое количество металла почти ближе к центру и даже выфрезеровать паз вот здесь на периферии самого ролика. Ну, это связано с тем, что стеночка самого ролика очень тоненькая, и здесь сделать было абсолютно нечего. Но так или иначе, балансировка произведена. Хочу немножко рассказать про сами ролики. Вообще, в заводских стандартных гриндерах ролики исполняются либо из стали, либо из алюминия. Предпочтительнее алюминий. Почему? Потому что алюминий намного лучше отводит тепло, и во-вторых, коэффициент трения у алюминия чуть больше, чем у стали. Поэтому предпочтительнее использовать алюминий. По поводу диаметров. Вообще, конечно, предпочтительнее использовать большие диаметры. Почему? Потому что у больших диаметров площадь соприкосновения с лентой намного больше. Ну вот, допустим, я не скажу, что это маленький ролик. Это довольно-таки хороший ролик. Площадь соприкосновения достаточно хорошая. Если будет больше ролик, то и площадь соприкосновения будет больше. А значит, ролик будет прекрасно цепляться к самой ленте, прекрасно ее вращать и не проворачиваться, даже если мы будем использовать к ленте большие нагрузки. Но здесь как бы есть и минусы. Чем больше ролик, тем требуется мощнее двигатель. Вот. В моем случае это оптимальный ролик. Его можно сделать немножко меньше. Я, скорее всего, это сделаю. Но не по той причине, что мне он как бы не подходит, а по той, что я хочу сделать немножко его пошире. По поводу геометрии поверхности приводного ролика. Люди делают как плоскую поверхность, так и бочкообразную поверхность. Бочку делают они якобы ради того, чтобы лента при больших нагрузках была более устойчивой. Я честно скажу, на своей практике я разницы не почувствовал. Что с плоскостью, что с бочкой. Лента работает одинаково. Собираем станок дальше. Установкой достаточно мощного вентилятора, который будет крепиться вот к этим крепежным элементам, я по большому счету убил двух зайцев. Первый заяц — это охлаждение самого двигателя. Охлаждение реализовано как снаружи, так и внутри через сам ротор. И второй заяц. Благодаря тому, что здесь стоит герметичный корпус и создается очень хорошая тяга, воздух выходит через приводной ролик. Тем самым абразив, летящий с ленты, не попадает внутрь двигателя, что в моем случае это очень хорошо, потому что движок открытый и засрать его никак нельзя. Сам корпус я выполнил из двух боковых стенок системного блока. Все это скрепил на клепки, в общем получился очень такой хороший и красивый коробок. Внутрь коробка на два болта будет фиксироваться вентилятор, и через остальные два болта он будет крепиться к самой раме. Между корпусом самого двигателя и рамой гриндера имеется 5-мм зазор. Он необходим для того, чтобы воздух, проходящий и охлаждающий сам корпус двигателя, выходил через этот зазор. Тот воздух, который будет проходить уже через ротор двигателя, будет выходить через приводной ролик, вот через это вот большое отверстие. Очень важным элементом гриндера является ригель. Ригель — это очень важный элемент. На него крепится все навесное оборудование. Обводные ролики, прижимная пластинка, к нему также крепится столик, на котором вы работаете. Вы на него облокачиваетесь всеми руками, всем своим весом, прижимаете заготовку к ленте. То есть, по большому счету, это обычная консольная балка, которая испытывает изгибающие и крутящие моменты. И чем длиннее лента у вас стоит, тем эта балка длиннее. А значит, она должна выполнена быть из цельного, прочного материала. Чем толще, тем лучше.
В моем случае такой материал было найти вообще реально невозможно. Поэтому я купил толстостенный профиль 20 на 40. После чего приварил к нему 10-миллиметровую пластину, на которую будет навешиваться все необходимое мне оборудование. После чего я полностью залил его эпоксидной смолой и заварил торец. Вообще, конечно, в этом случае было бы самой хорошей альтернативой залить его полностью алюминием, но у меня такой возможности на данный момент нет. Вообще, я, конечно, на этом станке планирую использовать ленты длиной 1250 мм. Но, во всяком случае, если у меня будут ленты на 1600 мм, то ригель я взял поэтому с запасом. Его длина 500 мм. Пластинка, на которой будет крепиться все навесное оборудование, имеет длину 130 мм и ширину 100 мм. Ну и, собственно говоря, сам профиль 20 на 40. Все отшлифовано, все подогнано именно к направляющей самой рамы. Коромысло натяжного ролика выполнено тоже из 10-миллиметровой стали. Форма у него немножко нетрадиционная, потому что я погнался за эстетикой. Значит, у меня получилось несимметричное расстояние от оси. Но это не потому, что я так хотел, а потому, что у меня не хватало уже длины самого металла, чтобы выполнить симметрично. Значит, расстояние от оси до натяжной пружины, оно чуть-чуть меньше, чем расстояние от оси до центра бочкообразного ролика. Значит, здесь будет крепиться так называемая петля. Выполнена она из двух пластинок, которые я буду затягивать сюда при помощи винтов М6. Между ними будет вот такая вот проушина, которая будет притягиваться к ним при помощи болтов на М6. Здесь все выварено очень четко, то есть сама петля, она не гуляет в этом пазу, потому что гулять она здесь никак не должна, иначе будет лента бегать взад и вперед. Здесь все сделано четко, то есть я долго подбирал эти все зазоры. В качестве ручки я буду использовать рукоятку, я не помню, по-моему, даже от мотоцикла Минский. Вот. А саму петлю регулировать буду при помощи болта М10 на 1 с пружинкой с той стороны. Шаг немножко поменьше, чтобы была возможность плавно регулировать это все. Ну а на место, где будет цепляться сама пружинка, будет болтик на 8 вот с такой вот стопорной гаечкой, которая не даст пружинке соскакивать. Ну, собственно, собираем. Для закрепления коромысла к самой раме гриндера я использую болт на 10, две обычные широкие шайбы и одна бронзовая шайба для скольжения. И для того, чтобы гайка не откручивалась, здесь стоит гайка с нейлоновой прокладкой. По поводу пружины. Это обычная дверная пружина. Ее натяг я угадал лишь только, наверное, с 5-го раза. Как это сделать? Есть специальная расчетная формула для того, чтобы определить натяг пружины, но я скажу, как сделать проще. Берете самую жесткую ленту для гриндера, и эта жесткая лента должна полностью обнимать бочкообразный ролик вот здесь вот сверху. Тогда натяг пружины именно тот, который нужен. Ну, собственно говоря, вот как-то так. Ролики для гриндера, они мне достались за даром, поэтому как бы дареному коню зубы не смотрят. Диаметр этих роликов, конечно, очень маловат, желательно бы их сделать побольше. В моем случае это диаметр ролика на 41 мм, ширина его 60 мм. Что в них не так? Я бы сделал диаметр больше. Почему? Маленький ролик, особенно когда вы будете использовать очень жесткие ленты на самом гриндере. Сейчас, где этот стык? Вот он стык. С такой вот склейкой. Чем меньше ролик, тем больше уродуется стык. То есть, как бы вы ни натягивали саму ленту,
при прохождении она будет вот здесь деформироваться. Естественно, если диаметр самого ролика больше, то и этот стык будет плавно проходить по этим роликам. Поэтому как бы необходимо их делать побольше. Материал, из которого изготавливают ролики, да по большому счету есть резиновые, есть алюминиевые, есть стальные. Я бы, конечно, предпочел бы на самом деле алюминиевые. Они и легче, и, так сказать, отводить тепло будут лучше. Шайбами я буду настраивать дистанцию, потому что все 4 ролика должны находиться в одной плоскости. Не больше и не меньше. По поводу бочкообразного ролика. Бочкообразный ролик может быть треугольный, как в моем случае. Ну вот как бы образно треугольный. Есть еще с плоской площадкой. По большому счету нет никакой разницы. Работают и треугольные, и с площадкой. Разницы в натяжке и в регулировке самой ленты нет никакой. Резьба у меня с двух сторон 10 на 1,5. Вот. Ну а чтобы, собственно говоря, с другого конца резьба не торчала, я буду такие стопорные гаечки прикручивать. Устанавливаем обводное коромысло. На нем крепятся 2 ролика и прижимная пластинка. Здесь есть отверстие на 12, и также здесь есть такой полукруглый паз на 8 мм. Для того, чтобы можно было поворачивать это коромысло под определенными углами. Значит, здесь в раме нарезана резьба М12, и с той стороны приварена гаечка на 8. То есть получается крепеж на 2 элемента. Устанавливаем. Обводное коромысло с роликами установлено. Забыл сказать про размеры. Значит, осевое расстояние между роликами 270 мм. Габаритная ширина самого коромысла 100 мм. И высота его 300 мм. Расстояние от опорного болта до болта фиксации 60 мм. Теперь необходимо установить прижимную пластину. У меня она выполнена из подручного материала. Это недопустимо. Прижимная пластина должна быть идеально отшлифованной и выполнена должна быть либо из хорошего металла, либо должна быть керамической. Но у меня, во всяком случае, пока вот такой временный вариант. Закрепил я на 4 винта М8. И в качестве крепежных элементов у меня 2 уголка на 80. А здесь профрезеровал я пазы, чтобы можно было закрепить на коромысло. Теперь необходимо установить стол. Для того, чтобы установить стол, нужна направляющая под маленький ригель, который будет крепиться на основном ригеле. Для этого я изготовил вот такую направляющую. По такой же аналогии, как и эта направляющая сделана. Единственный размер, который необходимо знать, это, наверное, скорее всего длина. 100 мм. Все остальное произвольное. Крепится на 2 болта М8 к самому основному ригелю. Ригель под стол имеет длину 250 мм. Ширина его 20 на 30 мм. Цельного куска металла у меня такого не было. Я его сварил из 2 пластинок 10 мм стали. По большому счету из той стали, из чего сделан сам станок. Очень долго шлифовал, выравнивал, чтобы все ходило ровно и аккуратно. То есть прижим здесь точно такой же, как и на основном ригеле. Здесь имеется просверленное отверстие на 16 мм. Здесь я болгаркой прорезал паз. И здесь нарезана резьба на 8, чтобы можно было затягивать сам столик. Сам стол у меня довольно-таки большой. Наверное, скорее всего, зря я его таким сделал. В общем, длина его 300 и ширина его 150 мм. Выполнен из 10 мм стали. Это был последний кусок, который у меня остался от самого станка.
Вообще, как бы сам столик желательно бы изготовить из нержавейки, потому что если работать с ножами, то их нужно будет охлаждать водой. Ну, естественно, это все будет ржаветь. И еще одно, поверхность должна быть отшлифована. В моем случае она не шлифованная, я ее буду отдавать на шлифовку. К нижней части приварена шпилька на 16 мм. Ну и вторая шпилька, которая дает возможность вращаться самому столу. Здесь крепежный механизм точно такой же, как и на ригеле. Все очень просто. Значит, ригель нам дает возможность вращаться столу, а вот этот крепежный элемент дает возможность вращать стол вот так. Ну что же, станок в принципе готов к торжественному запуску. Все готово, все собрано. Бутылку я в него бить не буду, потому как ее нету. Возьмем первую попавшуюся ленточку. Так, что тут у нас есть? Натянем ее. Вот так вот. Готово. Так. Ну, теперь поставим наш столик. Да, столик тяжеловат получился. Так, ну проверим, ровно ли он стоит по отношению к ленте. Приблизительно выставил столик. Ну, для начала пойдет. И для начала пойдет. Для тех, кто будет собирать свой первый станок вручную, и у кого нет доступа до фрезерных станков и шлифовальных станков, и будете точить все детали вручную, ну, собственно говоря, как и я вам хочу рассказать о некоторых особенностях, на которых очень четко нужно заострять свое внимание. Оси вращения приводного ролика и вот этих двух роликов должны быть параллельны друг другу, не должно быть ни малейшего отклонения. И если хоть один ролик будет по отношению к другому ролику перекошен, лента будет ходить ходуном. Особенно это будет проявляться, когда вы будете давать нагрузку на саму ленту. У меня такая проблема как раз таки и была. Дело все в том, что в этом коромысле, когда я сверлил отверстия и нарезал в них резьбу, я все это делал не с одного установа, а необходимо делать именно с одной установки. И в итоге у меня получилось, что вот этот ролик по отношению к этому ролику был перекошен. Лента ходила ходуном, и исправить эту проблему было невозможно. Что я делал? Я снимал это коромысло, снимал эти ролики, рихтовал кувалдой, пытался вернуть ось вращения на место, вставил все это обратно, ставил ленту и смотрел, как это все происходит. В итоге у меня это получилось сделать раза, наверное, с 7-го. Что касательно петли, обратите на нее очень пристальное внимание. Зазор, в котором уходит сама петля, он должен быть как можно минимальнее. То есть движение вот этого бочкообразного ролика в эту сторону не должно быть никакого. Движение этого ролика должно быть при помощи регулировки только вверх и вниз, и не более того. Только когда вы выполните все эти условия, лента у вас будет стоять как вкопанная на одном месте, как бы вы на нее не нажимали. Теперь попробую, на что он способен. В общем, хочу шлифануть 10-мм сталь, из чего изготовлен станок, столешница. Это та часть, которую я высверливал из рамы самого станка, для того, чтобы можно было просунуть приводной ролик. Ну да, болгаркой я бы такое очень долго бы делал. Да. А стружечка от него какая классная. Прям такими полосочками. Не как от наждака. Ну а теперь затестим поворот коромысла. Снимаем столик. Ключик на 13. Немножко сначала сдвинем сюда. Попробуем поработать вот в такой плоскости. Ну, допустим, эта плоскость может быть удобна при наведении спусков, к примеру, на топоре. К примеру. Но не нужно забывать
Не нужно забывать, что лента вращается на человека, поэтому проще, наверное, здесь поставить столик и сделать, так сказать, отбой небольшой. Сейчас мы это реализуем. Попробую сделать небольшие спуски на топоре. Ну, для этого я сюда прикрутил опорную дощечку, на которой можно будет описывать радиус. Ну и попробуем, что из этого получится. Ну, для первого раза, я думаю, что очень даже неплохо. Ну и можно коромысло развернуть обратно, чтобы использовать этот ролик как контурный. Для этого надо снять сам подручник, столик, подручник, как угодно. Как хотите, так и называйте. И развернуть вот так, к примеру. Вот так. Вот как-то так. Здесь на контурных роликах вообще очень, в принципе, удобно, наверное. Будет работать с рукоятками. Попробуем. Ну да, тоже работает. Ну, в этой части видео, я думаю, хватит, потому что информации было и так слишком много. Я порядком подустал с этим станком. В следующей части я поставлю сюда вот такое контурное колесико. Попытаюсь найти его еще и побольше. Немножечко подмодернизирую стол под такие колеса, чтобы можно было более удобно делать вогнутые спуски на будущих клинках. Хочу сюда также сделать приспособление, чтобы можно было ставить контурные ролики разных диаметров. Ну и попробую сделать приспособление, чтобы можно было на этом станке еще делать плоскую шлифовку для заготовок. В принципе, это все реально. Ну, для тех, кому видео было полезно, не забывайте ставить палец вверх. Всем пока!